Водород — это самый распространенный элемент во Вселенной и самый легкий газ. Любопытно, что при сгорании водорода образуется обычная вода. Эта реакция может показаться простой, но это лишь на первый взгляд. Что же сложного в горении водорода? Давайте выясним. Если молекулы водорода и кислорода сталкиваются друг с другом, ничего не происходит. Молекулы воды при этом не образуются. На самом деле данный процесс гораздо сложнее, чем может показаться, и протекает в несколько стадий. Здесь мы видим, как различные частицы реагируют друг с другом. Но если приглядитесь, то увидите не только молекулы реагирующих газов и получающейся в реакции воды, но и множество неизвестных частиц. Это так называемые радикалы. У обычных молекул все электроны располагаются парами, в то время как у радикалов есть неспаренные электроны. Радикал стремится найти пару своему одинокому электрону. Это обуславливает его высокую реакционную активность. Процесс протекает следующим образом. Реакция начинается, когда активная частица отрывает отдельный атом от молекулы водорода. У отдельного атома водорода есть неспаренный электрон. Следовательно, это радикал. У него столько энергии, что если он столкнется с молекулой кислорода, он разобьет ее на два новых радикала. Одним из этих радикалов является атом кислорода. Давайте проследим за этим атомом и посмотрим, что же произойдет далее. Через некоторое время атом кислорода, О, встретится с молекулой водорода, H2. Можно подумать, что в результате такой реакции будет образована молекула воды, H2O. Однако это не так. Вместо этого получится два новых радикала, О и HO. На следующей стадии радикал HO сталкивается с еще одной молекулой водорода, H2. Радикал отбирает у молекулы один атом водорода и превращается в молекулу воды. Еще остается атом водорода, H, как в самом начале процесса. Таким образом, мы замкнули первый круг цепной реакции. На самом деле реакция немного сложнее, но в итоге мы всегда получаем молекулы воды. Давайте глянем на эту реакцию еще раз. Для начала процесса нам нужна только одна активная частица. На некоторых стадиях из одного радикала образуются два. Таким образом, количество радикалов возрастает лавинообразно, вовлекая все близлежащие молекулы в реакцию. Такой быстро нарастающий процесс с большим выделением тепла приводит к взрыву. Как этот? Или этот? Вы можете легко получить водород в домашних условиях. Все, что вам нужно, это алюминиевая фольга и средства для прочистки труб. Не берите слишком много фольги. В процессе реакции бутылка сильно нагревается. Чтобы продукты реакции не выплескивались из бутылки, ее можно прикрыть кусочком ваты. Не надо встряхивать бутылку. Через некоторое время реакция пойдет быстрее. Не снимайте шарик, пока реакция не прекратится. Дайте бутылке немного остыть. Сразу после реакции она будет очень горячей. Будьте осторожны с водородом. Он легко воспламеняется, а при определенных условиях может даже взорваться.